Некоторое время назад я увидел теорию о некоторых песнях, которую я не осмелился анализировать, когда несколько минут назад делал видео с теорией, потому что говорил, что предпочитаю не строить предположения о некоторых песнях, особенно потому что Тэхён никогда не говорит о глубине своих песен, хотя ему есть что сказать. Однако, поскольку в обсуждении упоминалась эта песня, я почувствовал необходимость сделать это видео, чтобы обсудить, что, с моей точки зрения, она показывает. Хочу уточнить, что это всего лишь личное мнение, вы не обязаны верить ему или думать так же, как я, потому что вы не пытаетесь навязывать идеи, которые можно свободно интерпретировать. Я основываюсь не на том, что вижу, а на том, что вы слышите, потому что прошу уважения в комментариях и искренних извинений, если я в чем-то ошибаюсь. Но я сделаю это краткое введение, чтобы напомнить о произошедших событиях и прояснить, что я также не предполагаю сексуальную ориентацию кого-либо, поскольку это основано на гипотезе, которая включает в себя только дедукцию. Чтобы прояснить первый пункт, я хочу начать непосредственно с песни, выпущенной в 2026 году для этого альбома. Это парадокс или стереотип, как следует из названия, это убеждение или отношение, которое отвергает человека или большую группу людей, потому что они воспринимают их как отличающихся от других. Это может быть вызвано многими факторами, не обязательно сексуальной ориентацией или болезнью. Скорее, это включает в себя все, что считается морально неправильным для человека. Эта песня может представлять собой состояние сомнения, страха или стыда, которое испытывает человек, исходя из значения самого слова. Хотя это и не совсем навязано, эта песня символизирует тьму, которая может возникнуть. Если мы внимательно посмотрим на короткометражный фильм, выпущенный перед песней, мы можем заметить много вещей, которые заставляют нас задуматься, особенно совершенно пустой и бескрайний пейзаж, похожий на бесконечную бездну, из которой мы не можем выбраться, даже Тэхён, кажется, кружится, пытаясь вырваться из нее. Это не единственная цель песни, но она дает представление о том, как Тэхён в данном случае получает наказание за свой грех. Однако, если вы хотите узнать больше о теории, лежащей в основе этого фильма, вы можете поискать конкретные детали, потому что я не буду обсуждать теорию, связанную с короткометражкой, и сразу перейду к самым важным строчкам песни. Начиная со второй строчки, в которой упоминается очень интересная вещь, потому что вы сказали, что он что-то скрывал, пытался признаться в этом через песню, чтобы наконец избавиться от бремени, которое он нес, потому что больше не мог этого выносить, и, вероятно, это произошло потому, что он провел так много времени с этим секретом, что тот разрушал его до сих пор, потому что он не знал, как сказать это тогда, из-за боли, причиненной правдой, которую он действительно не мог вынести. Как будто он пытался наконец освободиться от правды, которая заставила его устать ее скрывать. Но кому именно он признался в этой правде? Следует помнить, что Тэхён признался в прямом эфире, что они с братом давно не общались. Он не уточнил, как долго они были в разлуке, но было очень странно, что он держал эту информацию в секрете и решил сказать, что им лучше забыть об этом и продолжить прямые эфиры как обычно. Вот причины, по которым многие связывают разлад между Тэхёном и его братом и как это могло сыграть свою роль. Возможно, Тэхён переживал из-за этого, потому что единственным доказательством того, что братья все еще общаются, было то, что Ким говорил нормально. Это произошло из-за скриншота, который Тэхён опубликовал в социальных сетях, что заставило многих фанатов предположить, что песня «Лейтерст» отчасти является признанием того, что продолжать отношения бессмысленно. Часть «в то время я не мог быть уверен» просто указывает на то, что он пытался, но потерпел неудачу. Затем в песне говорится, что он сейчас плачет, что ему очень жаль этого человека. Хотя многие могут подумать, что он обращается к кому-то другому, мне кажется, он больше разговаривает сам с собой, поскольку затем повторяет, что снова плачет, возможно, потому что не может защитить себя от прошлого. Тэхён продолжает говорить, что рана углубляется, возможно, из-за отказа со стороны близкого человека. Он описывает боль как разбитое стекло, которое он не может перевернуть, потому что каждый день боль возвращается в глубину его сердца. При этом он называет себя хрупким и слабым человеком, которого одновременно наказывают. Он еще раз уточняет, что эта теория основана лишь на том, действительно ли песня затрагивает тему возможного отказа со стороны любимого человека,
и что в прошлом, когда песня вышла, он описывал себя как хрупкого парня, который, возможно, был другим. Затем следует следующая часть песни, которая больше похожа на разговор, который он вел в прошлом с кем-то из близких, возможно, со своими братьями. Тэхён говорит, что перестал плакать и что-то сказал ему в знак признания, но при этом снова просит его что-нибудь сказать, называя себя трусом за то, что не сказал этого раньше. Далее следует якобы состоявшийся между ним и этим человеком разговор, в котором он отвечает лишь извинениями. Однако реакция на его признание показалась ему такой, какой он ожидал от человека, от которого рассчитывал на большее понимание, поскольку тот ответил, что не в состоянии что-либо ему сказать, что-то сделать, как будто он был искренне разочарован тем, что тот интуитивно почувствовал, рассказал Тэхён. Теперь, после прочтения этих писем, можно интерпретировать бесконечное количество вариантов, и это не всегда следует связывать с открытием гендерной идентичности. На самом деле, существует слишком много аналитиков, которые предлагают свои собственные теории о том, что мог иметь в виду Тэхён, когда решил написать и сочинить текст для своей песни, как будто он чувствовал вину внутри себя. Из этой последней части ясно, что это была мимолетная реакция, потому что, как известно, тема сексуальности и ее различных аспектов до сих пор является табу в Корее, и поэтому говорить о ней запрещено. Таким образом, этот ответ мог быть результатом того, насколько неожиданным для его брата было признание того, что Тэхён мог быть частью этого. Странно, но история создания этой песни так и не стала до конца известной, в отличие от других, что объясняет, почему они решили сделать ее, основываясь на своих чувствах. Даже Намджун в своем прямом эфире описал предысторию каждого участника, рассказанную в его песнях. В этом эфире Намджун сказал, что песня рассказывает историю жизни Чингука с тех пор, как он решил отправиться в Сеул-1, и как он мотивировал себя стать лучшим в танцах и пении, наблюдая, как его друзья страдают от отвержения и издевательств. Плохое отношение, с которым они столкнулись в то время, потому что пришли из обанкротившейся компании. Так началось то, через что сейчас проходит Чингук и его чувства. Следующая песня – это размышление Чимина о прошлом, полном лжи и чувства вины, ненависти к себе за свои недостатки и ошибки. Помните, что Чимин всегда старается вдвое больше других, потому что чувствует, что делает недостаточно, поэтому он написал эту песню, чтобы освободиться от бремени собственной неполноценности, открыто выражая свои мысли о себе через эту композицию. Здесь снова вступает в игру, и мы понимаем, что даже Намджун не знает историю создания песни, потому что Тэхён хранит правду в секрете и никогда не говорит об этом с Намджуном, поэтому Намджун предпочитает не углубляться в это. Он говорит на тему, в которой не так хорошо разбирается, как другие, а затем говорит, что в то время ему казалось забавным, как Тэхён обо всем заботится, но когда он послушал песню целиком, ему показалось, что каждая ее часть имеет важное значение, например, слова «родители» и «семья». Так что это отчасти подтверждает, что это во многом связано с его собственным страхом раскрыть свою истинную сущность кому-то из близких, потому что даже Намджун сказал, что у Тэхёна есть секретная история, связанная с созданием этой песни. Честно говоря, мне кажется, что за этими песнями скрывается нечто большее, истории, которые рассказывает Тэхён, более личные, чем у других, и, несмотря на это, до сих пор существует множество теорий о том, почему Тэхён никогда не объясняет предысторию своих песен. Я сделал это видео только в качестве справочного материала, когда мне нужно было создать хронологическую историю Тэкука за последний год, где затрагиваются романтические отношения и различные проблемы. Однако, поделитесь своими мыслями в комментариях и скажите, хотели бы вы увидеть другие типы теорий, связанных с Тэкуком, на этом канале? Мне любопытно посмотреть, насколько сильно наши мнения различаются и совпадают ли ваши мысли с моими. Как я уже сказала, они не обязательно должны думать так же, как я, но это способ увидеть, насколько мы похожи. Но, в любом случае, не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы я знал, насколько оно вам понравилось, и подписаться на канал, чтобы получать больше подобного контента. Он также напомнил им, что если у них есть возможность поддержать меня и этот канал, они могут сделать это, написав мне благодарственную благодарность внизу этого видео, а также подписавшись на эксклюзивный контент. Большое спасибо за просмотр, и до встречи в следующей теории о Тэкук.